Приветствую, друзья! Мода на внутриканальные изодинамические наушники продолжает набирать обороты, отчего сегодня я предлагаю познакомиться с еще одним претендентом на народную любовь – Tengzu Zetian Wu, внутри которых установлен довольно крупный 14,5 мм планарный излучатель, а ЧХ радует отсутствием каких-либо резких пиков. Среди англоязычных меломанов данная модель уже успела порядочно нашуметь, так что должно быть интересно. Собственно, поехали! Пришли наушники в неоправданно огромной картонной коробке с мультяшным изображением одной из императриц Китая и полным списком технических характеристик модели. Из важного отметим наличие планарного излучателя, его чувствительность, равную 100 дБ, и импеданс в 16 Ом. В комплект нам положили довольно вместительный такой плотный бокс красного цвета и целых 3 набора амбушюр разного типа и размера. Впрочем, по факту вместо пенок были установлены какие-то левые силиконовые насадки. Ну а синий, помеченный как балансный, я вообще не смог натянуть на наушники. Не знаю, может их надо как-то подогревать или дополнительно растягивать. Ничего такого не делал. То есть из всего представленного многообразия мы имеем лишь хорошо известный нам набор КБИР 07. Насадки это отличные. Так что вот я без претензий. Непонятно только, зачем вот это вот все остальное. Кабель здесь просто отличный, толстый, витой, с гибкими заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером. Жалко, когда заказывал, не было версии на 4,4 мм, однако сейчас можно выбрать и ее. Аппаратура показала сопротивление каждой из его жил равным 0,2 Ома, что очень достойно. Чашечки по габаритам средние, внутренняя часть их выполнена из специальной смолы, имеет целых 4 отверстия для компенсации и довольно скромных размеров звуковод с вклеенной матерчатой сеточкой. С внешней же части находится фиолетовая металлическая пластина с каким-то традиционным китайским узором. Выглядят наушники не особо эффектно, зато добротно сидят и звукоизоляция в них на хорошем уровне. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут заметно более продолжительный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие ровно 1%, что является стандартом качества. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 79 и 98 миллисекундам практически без возмущений. А ЧХ же имеет подъем низких частот на 11 дБ с плавным заходом на середину, чуть менее выразительное выделение области разборчивости с пиком на 2,7 кГц, имитацию ушной раковины на 4,8 кГц и еще один пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. По амплитуде, как видите, он находится ровно в уровень с низкими частотами, а следовательно общий баланс не будет смещен ни в светлую, ни в темную сторону. Далее идет 2 пика на 12 и 15 кГц, дабы подчеркнуть различные затухания перкуссионных инструментов. Общий же характер звучания можно определить как мягкий, теплый, сверхмелодичный. Особенно его оценят любители эдакой легкой ламповости. В разрешение модель сильно не уходит. Я бы даже сказал, что тут своеобразная музыкальная детализация. Это когда нюансов в принципе хватает, но словно есть небольшая расфокусировка. Думаю, это из-за матерчатых фильтров на звуководе. Именно в этом их смысл. Максимально сгладить пики, пожертвовав тем самым резкостью звучания. Разбирая по частотам, здесь достаточно собранный, глубокий, в меру текстурный бас, теплая, насыщенная серединка и довольно продолжительные, но тоже слегка сглаженные верха. По ощущениям, с динамиком это спутать совершенно невозможно. Есть характерные особенности, свойственные только планарным излучателям. Однако в данном случае звучанию действительно придали некий такой динамический окрас. Впрочем, ровно этот же ход мы уже неоднократно встречали и в чисто арматурных наушниках, которые звучат словно какой-то супердинамик. Тут вот тот же самый случай. В отдельные достоинства хочется выделить несколько несвойственную для планаров массу и тембральную насыщенность. Все звучит слаженно, прекрасно выдержан баланс без перекоса в светлую или темную сторону. И, конечно же, достойно представлена мелодическая составляющая. Казалось бы, вот все здесь хорошо, но с демпфированием таки переборщили. Понятно из-за чего. Сейчас все просто с ума сходят по графикам, а многие блогеры делают заключение, даже не удосуживаясь наушники послушать. Вот
году им производители и идут на ухищрения с демпфированием. По мне же лучше было не усердствовать, а дать нам насладиться естественной четкостью и той самой свойственной планарным решениям прорисовкой нюансов, за которую, собственно, и ценят изодинамические излучатели. Суммарно получилось очень годно, но лишь для тех, кто больше любит лирическую составляющую, она же уход в музыкальность с большими цельными образами, да и вообще акцентом на макро. С чем-либо серьезным, например, Kenera Hodor или Zikreal Fusion, герои обзора соревноваться, к сожалению, не могут. И основной сдерживающей силой является то самое разрешение с чуть смазанными границами и изрядно смягченными тембрами. В сравнении с LED Show RD13 последний намного четче, точнее, ярче и агрессивнее. Лично мне они понравились куда больше. А так слишком уж Tenzo получилось все сглажено. По источникам ни один из имеющихся у меня мобильных ЦАПов их толком не раскрыл. Тут нужно что-то реально мощное и желательно даже стационарное. Иначе девайсы просто не смогут раскачать наушники в полную силу. Я бы рекомендовал ориентироваться где-то на 250 милливатт на 32 Ома нагрузки, а еще лучше на 500. Из жанров, благодаря равномерности, тут лучше зайдет все агрессивное и тяжелое. Джаз же слушать мне было откровенно скучно. Можно, конечно, но без вау-эффекта или особого погружения в материал. Подача, в принципе, дает неплохую динамику, но как-то не цепляет. Судя по настройке, прицел сделан на металлистах, любителях популярных жанров и всякой качающей электроники. Оркестровая музыка, хотя и передается весьма реалистично, очевидно, ей хватает воздуха и достаточно информации для точного позиционирования инструментов в пространстве, но эшелонирование, мягко говоря, не идеальное, да и присутствует легкое такое ощущение экрана. Но то особенность, свойственная, наверное, всем планарным излучателям. Нечто академическое и околоджазовое лично во мне, друзья, не нашло отклика с данными наушниками, а вот рок, блюз и металл вполне. Итогом полностью планарные наушники Tenzo Zetian VU лично меня порадовали отличной посадкой, достойного качества кабелем и очень комфортной настройкой АЧХ. Звучит все это просто сверхмузыкально, насыщенно, с интересным таким планарным характером и теплым аналоговым почерком. Лично мне здесь не хватило энергии, разрешения, непосредственно погружения в материал, да и требования к усилительной части не сказать, что низкие. Раскачать их удалось только стационарным усилителем на 1,5 ватта. Для чего-то тяжелого и агрессивного можно смело брать. Для джаза, этники и различных академических стилей я бы посмотрел на что-то еще. В сухом остатке, как для своего сегмента, очень сильная модель, но без задела на что-то большее. Чуток перестарались, на мой взгляд, с демпфированием. А на этом у меня все. Это были планарные наушники Zetian VU от компании Tenzo. Всем добра и присоединяйтесь ко мне в Telegram. Собственно, друзья, пока.